Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии. Просто женщина, просто человек. На моем канале, как всегда, вы получите искренние, честные слова поддержки. Добро пожаловать! Тема сегодняшнего расклада. Голос из прошлых жизней. Кто влюблен в тебя по праву судьбы? Время — это иллюзия. На самом деле мы никогда не расстаемся с теми, с кем связаны одной нитью. Прямо сейчас в вашем окружении есть мужчина, чья любовь к вам началась не в этом году и даже не в этом веке. Он ваш голос из прошлой жизни. Он влюблен в вас по праву судьбы, потому что ваша встреча была предрешена в момент вашего прошлого расставания. Он ищет в ваших глазах ту самую женщину, которую он потерял когда-то, и сегодня он готов признать: без вас его путь не имеет смысла. Кто же этот кармический странник и зачем он вернулся именно сейчас? Давайте спросим у карт. Сейчас сделаю вашу сигнификацию. Какая девочка пришла на расклад? Ага, девочка, которая уже обожгалась, уже умеет защищаться. Видите, не зря вы тут перед собой держите то ли этот меч, мачете, не знаю, что это. В общем, в любом случае, вы как будто бы защищаете себя и показываете всему миру аккуратно. Не нужно ко мне приближаться с какими-то, уж не знаю, провокациями, манипуляциями. Я начеку, я слежу за вами. Меня не так легко обмануть. Я не стану для вас легкой мишенью, легкой добычей. При этом дальше мне карты показывают девочка, которая тут карта жадины, все свои ресурсы старается уже держать при себе. Может быть, в прошлом обожглись больно, да, раздавали там любовь, нежность, ласку, заботу, время, шансы, отдавали, раздавали безбожно, наполняли кого-то этой энергией, вдохновляли. И все надеялись, да, что как минимум будет та же самая, как отдача, да, то же самое вам вернется. Скорее всего, вот это ваша защитная сейчас реакция. Тут я не буду именно в отношении с мужчинами. Тут, в принципе, показано ваше такое состояние. Скорее вы говорите: я тебя не трогаю, а ты меня не трогай. Да, или как в этом известном фильме, там, где граф Калиостро был, он говорил: все люди делятся на два типа, да. Первым что-то нужно от меня, и вторым что-то... Первым что-то нужно от меня, а от вторых хочу что-то я, да. Мне от вас ничего не нужно, признавайте, что вы хотите от меня. В общем, недословно, но вы поняли. Тут что-то такое, как будто ваша позиция такая: мне и самой хорошо, мне прекрасно. Просто не нужно пытаться мне вставить палки в колеса. Держитесь от меня подальше. Почему-то так вас считывают карты. При этом карта звезда. В первую очередь, как всегда я говорю, интеллект. С интеллектом у вас все превосходно, замечательно. Внешность привлекательная, яркая, харизматичная. По карте звезда, может быть, держите еще раз эту дистанцию. Некоторые могут считывать вас первый раз, вашу внешность, да, привлекательная, корону на голову одела, зазналась в силу разных там причин. Или инаковость ваша какая-то, это может вызывать такое, знаете, напряжение. Я думаю, это всего лишь защитная маска ваша какая-то. Может быть, рядом карта, как у женщины завязанные глаза, вы даже особо не обращаете на это внимания и не хотите, может, обращать. У кого-то, тут 100%, женщина идет за своей какой-то мечтой. Хотелось бы в жизни не наследить, а оставить яркий след, да, в первую очередь ради себя. Ради того, чтобы потом в старости, в прекрасной, замечательной старости, в зрелом возрасте не говорить: блин, могла, да, и шансы были, и возможности, побоялась, послушала кого-то, или наоборот. Тут такое вот мне идет вот так почему-то. Это же, по звезде это всегда человек следует за своей мечтой, за... не знаю, у кого-то миссия, призвание, и вы прекрасно понимаете, что вы должны это реализовать.
Так, завязанные глазки, тут какие-то у меня, тут новости, тут сплетни и что-то тут прекрасное в вашу жизнь влетает. Ну, давайте так, тут кто-то уже так разуверился. Ничего хорошего, честно говоря, не ждет. Но внутри все равно теплится надежда. Ну, когда-то же на моей улице будет этот праздник. Опять-таки, глазки завязаны, не замечаете каких-то сплетен, ни каких-то, может быть, новости, которые касаются вас, они перекручиваются, поддаются, может быть, каким-то людям, ну, не знаю, не буду тут привязываться, женщины, это больше женщины тут сплетничают о вас. Как-то так вот передаются так, вы даже не догадываетесь об этом, да? То есть реально какие-то события в вашей жизни, но это настолько все, оно, повторюсь, трансформируется, назовем это так. Опять-таки, вы можете ожидать чего-то хорошего, быть в предвкушении, в преддверии, что в вашу жизнь что-то влетит новое, замечательное, прекрасное. Ну, изменится ход вашей жизни. И на это делаете ставку, при этом вокруг вас опять-таки очень много, ну, таких злопыхателей, которые наблюдают за этим, анализируют. Но вы, опять-таки, то ли у вас нет времени, то вы в упор этого не замечаете. Почему-то так. То ли осознанно не замечаете. Ну, это ваш выбор. Вот почему-то так. При этом новости. То есть в ближайшее время действительно какие-то тут у вас будут, я так думаю, новости, сообщения. И велика вероятность, что это будут хорошие новости. Да. Такая ваша сигнификация, моя хорошая. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, голос из прошлых жизней. Кто влюблен в тебя по праву судьбы? Кстати, еще по звезде вы можете быть звездой местной какой-то. Да. Больших и малых экранов. Ну, в принципе, известной личностью, медийной даже личностью. В принципе, такая женщина, она в тени никогда не будет. Ну, да. Звезда. Все люди как люди, а я звезда. Так, голос из прошлых жизней. Кто влюблен в тебя по праву судьбы? Первое. Отголосок прошлого. Кем вы были друг для друга в прошлом воплощении? Влюбленные, враги, или, может быть, учитель, ученик, да? Печать узнавания. Тот самый признак его поведения, внешности, его проявления какие-то, которые вызовет у тебя чувство дежавю. Что-то ёкнет. Ощущение это уже было когда-то в прошлой жизни, может быть, да? Так, что он пришел исправить или додать тебе в этой жизни? Для чего этот товарищ пришел в вашу жизнь? В нынешнее воплощение. Ваша реакция. Почему ваша душа может сопротивляться этой встрече или наоборот стремиться к ней? Следующее. Итог этого союза. К чему приведет это воссоединение в текущей реальности? Не обязательно тут семья, дети. Может быть, в принципе. Посмотрим, для чего, к чему. Мне прям интересно. Таких раскладов еще не делала. Мне самой очень-очень интересно. Хотелось бы, чтобы мне кто-то такой расклад сделал. Так, ну давайте смотрим дальше. Кем вы были друг для друга в прошлой жизни? В прошлом воплощении. Влюбленные, враги, ученик, учитель. Следующее. Печать узнавания. Тот самый признак его поведения или внешности, который вызывает у тебя чувство дежавю. Следующее. Его долг. Что он пришел исправить или додать тебе в этой жизни? Ой, вы так вздыхаете и думаете, только тебя мне и не хватало, да? Только все начало налаживаться. Ладно, я шучу. Твоя реакция. Почему твоя душа может сопротивляться этой встрече или наоборот стремиться к ней? И итог союза. К чему приведет это воссоединение в текущей реальности? Так, мои хорошие, начинаем. Первое у нас. Отголосок прошлого. Кем вы были друг для друга в прошлом воплощении? Влюбленные, враги или учитель и ученик? Ой, да что же это такое? Бог ты мой. Ну, по судьбе точно, вот судьба. Ну, давайте так. Ничего нового не раскрою, мне прям нехорошо, девочки.
Смотрите, что мне тут показано. Вот как я по-другому это протрактую. Тут картина маслом. Мужчина, павлин. Мужчина, две женщины. Женщина, скорее всего, обидели женщину, разочарована. Обидели, обманули, как ребенок. Ребенок как ребенка. Ребенок плачет, слезки. Незаслуженно обидели. Вот в судьбе встретился такой. При этом по карте рыцарь довольно-таки мог вести себя этот мужчина агрессивно. В принципе, не сдержанный. Тут павлин, тут рыцарь агрессивный. Скорее думал о себе, о своих каких-то потребностях. Скорее думала, честно говоря, о том, что он тут обидит кого-то, он сильно не думал. Вот давайте так, не буду тут сильно на него наговаривать. Вот, по-другому я никак это не могу прочитать. Влюбились, крышу снесло в прошлом воплощении. И тут карта еще зависимость. Вот этот урок из прошлой жизни. Мои хорошие, вы его не прошли в прошлой жизни. За зависимые отношения, растворялись в мужчине. Отсюда и слезки, отсюда ощущение предательства, отсюда ощущение за что, почему он мне встретился. Вы таки до конца не поняли в прошлом воплощении. Почему он так со мной поступил? Почему он тут вполне возможно и не выбрал вас, вполне возможно обманул, вот так вот. И это был урок на зависимость, созависимые отношения. Смотрите, какая карта говорящая. Идет мужчина на ходулях сам, и над этой пропастью за ним идет эта же женщина. Она нуждается в нем. По идее, ей должно быть самой собой хорошо. У нее должно, не знаю, сердечко петь, кайфовать она должна от себя. Она не должна ни за кем бежать, она не должна ни в ком так нуждаться, обесценивать себя. Тут то, что он там выбрал, не выбрал, это одно, а то, что вы могли себя сами обесценить, это в прошлом воплощении. Где-то его поставить на пьедестал и посчитать его настолько важным. Повторюсь, сами себя как задвинули, растворились в нем. Вот так, это в прошлой жизни было. Какая-то такая история мне показана. Теперь печать узнавания. Тот самый признак его поведения или внешности, который вызовет у тебя чувство дежавю. Ох ты, ё-моё. Принц, одиночка. Так, гармония, печаль. Ответственность, возможность. Девочки, опять-таки, картина маслом, как я говорю. Смотрите, печать узнавания. Сразу первое. Принц очень ресурсный, интересный. Я его всю жизнь ждала. Вот он такой лакомый кусочек может быть для многих. При этом отстранение у него сразу может считываться. Знаете, как в каком плане? Смотрите. Одиночка. Тут даже как искушение такое. Тут принц, он в принципе может быть не свободен. Давайте так, как правило, не свободен. Но знаете, человек может быть не свободен, но вы считали в его каком-то поведении, что он одинок, ему может быть плохо в этом союзе. Девочки, я говорю, как оно часто так логически женщина может додумывать, да. При этом, когда вы его встретили, вы тут расцвели, как цветочек. Эволюция во всем. Сразу, первое время я имею в виду. Тут эволюция, это может быть, проснулись у вас какие-то желания, амбиции ваши, желание следить за собой. Тут цветет и пахнет. Тут прям женщина, как цветок была. Вы и есть такая. Если бы у вас в это изначально не было у вас этого, да, то вы бы и не были цветочком таким. То есть, так, при этом желание может быть стать для него той самой, которая даст ему это ощущение, что он не одинок. Вот, девочки, вот такой как будто вот родственная душа. Вот со мной он не будет одинок. Я дам ему вот это вот все то, о чем он даже и не мечтал, то, что другие могли не дать. Вот во мне это есть, он это поймет, оценит. При этом дальше идет печаль, разочарование. Смотрите, как будто бы стоит человечек и видит вместо желаемого этого мороженка, само мороженое упало, остался тут какой-то вафельный стаканчик в руках. Это о чем? О том, что ожидания были одни ваши, да, ожидания, может быть, взаимодействия с этим человеком, союзом с этим человеком, а остался вафельный стаканчик. Самое вкусное упало, растеклось, вы это не получили, и вообще, как будто бы такое разочарование.
При этом человек может рассказывать о том, что он несет груз этой ответственности, он правда может быть не свободен, он правда уже может, у него какая-то своя налаженная жизнь. Так вот тут вот какое-то, вот что вы считаете, это то, что сразу узнавание на уровне, да, родственная душа, и рядом с ним я хочу порхать, я хочу цвести, это тот самый. Я дам ему это все, и дальше идет ощущение какой-то беспомощности. Опять тут человечек, это как ребеночек. Там был в прошлое воплощении ребенка обидели, ребенок плачет, незаслуженно. И тут, как так? Как это мороженое обещали мне, да? И что я имею? А мороженое, но на полу. Все, я ничего не попробовала вкусное. Тут как будто и при этом четкие идет какие-то вот понимание того, что человек действительно несет ответственность. Вот на нем вот это, видите, тут мужчина склоненный, на нем эти булыжники, может быть, и одно что-то на нем, там, уже не знаю, груз ответственности там. Ой, материально, да, помогает кому-то, у кого-то родственники, у кого-то это близкие, прям родные, у кого-то семья, у кого-то дитё. Ну, тут у каждого свое. При этом, девочки, вот как бы вот хреново тут это не выглядела картинка, что невозможно ему построить отношения с вами, он уже там где-то что-то тащит, эти камни на себе, булыжники, может, он свою жизнь уже так выстроил. При этом соблюдается всегда карта, вот следующая идет, карта возможностей. Он же, этот же человечек, тут склоненный, а тут же шляпа и глазки закрыты, но он в то же время показывает возможности, смотрите. И лабиринт этих возможностей, то есть при том, что вроде бы с одной стороны показывают невозможно, я уже несу ответственность за кого-то, за что-то, а и тут же говорит, а возможности есть. То есть где-то как опять на крючок вас сажают, дают, вот может быть, невербально, может быть, какие-то такие посылы. И в этом можно запутаться. Тут чокнуться можно из-за этой неопределенности. С одной стороны, ты понимаешь, Бог ты мой, куда я вляпалась, зачем мне это все? Но сердечко-то уже, да, влюбились. Тут понимаешь объективно, да зачем мне это, ну, объективно человек там то ли не свободен, то ли там у него куча этих проблем, которые ему нужно решать. И какая тут любовь, какая любовь, какая любовь. И тут же человек дает вам понять, что он в вас нуждается, что вместе с ним все-таки какие-то вроде бы иллюзорные возможны, какие-то форматы. Может быть, как-то. Вот тут. И это бесконечный какой-то этот туннель. В этом туннеле можно бродить долго-долго. Вот так вот. Ну, почему-то мне такое показали. Ага. Теперь, его долг. Что же этот товарищ пришел исправить или додать радости вам в этой жизни? Ох ты, ё-моё, что это? Ага, ярость, окно, вино и мир. Бог ты мой. Кармические, эти близнецовые пламена, у меня эта карта рассчитывается. Действительно, контроль, ограничение, непроявленная жатва. У меня прям мурашки, мои хорошие. Ой, смотрите, какой тут замысел. Что он пришел исправить, додать тебе в этой жизни? Тут история о том, что вы в прошлой жизни, там, в прошлом воплощении, реакция на какие-то его предательства, на его поступки была у вас. Но ребенок плачет, да, но ребенок не может дать, как вам сказать, ну, объективно сдачу, да, неравенство какое-то. И, в принципе, ваша позиция в прошлом воплощении, это было на уровне этого ребенка. Знаете, с клубочком свернуться, закрыться от этого всего, от несправедливости, обиды, предательства, и прожить это все как-то, да, и выжить в этом. В этом же воплощении вам говорят, вы переходите на новый уровень. У вас тут, у многих, какой замысел? Вы должны возмутиться, точки над «и» расставить, хотя бы у себя в голове, да? Карта ярость, прожить это, этот гнев прожить. При этом многих из вас вот это вот состояние, неопределенности какой, которое этот мужчина мог вас погружать, оно вас сподвигло, следующая карта, окно, вино и мир.
Вы попытались искать ответы в психологии, в эзотерике. Психология у многих ярость тут. Это, я вам хочу сказать, вы для себя пытались разобраться. Это манипуляция с его стороны? Или это действительно он такой загадочный? Да? У кого-то это попытки противостоять этим манипуляциям. Это же все не прошло для вас даром. Тут действительно окно в иной мир. Вы открыли себе окно, и эти знания идут к вам. Опять-таки, то же самое, психология, эзотерика. Многие из вас убедились в том, что да, я поняла, для чего этот человек мне пришел. Он действительно является, у кого-то это близнецовое пламя, у кого-то это моя родная душа, да, кармический партнер. Не зря я его узнала, как в зеркало посмотрела. Да, действительно, он непростой, там, непростая интрижка, непростой, там, уже не знаю, там, влюбленность какая-то там. Вы поняли, да? Не просто сексуальный какой-то партнер. Этот человек пришел в мою жизнь для того, чтобы изменить меня, дать мне ощущение, может быть, моей силы. На ровном месте это не появляется. Вот не зря это агрессия. Вы должны были разозлиться. Кто-то разозлился, тут агрессия на себя, за то, что зачем я его к себе подпустила, зачем я влюбилась, почему это произошло, почему мне такие товарищи повторяются, встречаются постоянно, да опять на те же грабли, да, бегущие по граблям. У кого-то на него. Зачем ты со мной игрался? К чему эти все манипуляции? Вот тут вот прям гнев, ярость ваша, вот такая. И вот на этом, кстати, на этой энергии, и тут у многих пошла распаковка, у вас как ведьмочки, ведающие, да. Основное, для чего он пришел, это для того, чтобы вы вышли за рамки. Собственное, может быть, у кого-то это родовые программы, у кого-то это заложены ваши эти паттерны поведения. Вы вот так вот как-то привыкли жить, планочку себе одну поставили, мечтали об одном, а тут этот мужчина пришел для того, чтобы вас разбудить, встряхнуть вас где-то, для того, чтобы вы сами, не он вас будет встряхивать, вы сами свою жизнь перепишете. Опять-таки контроль. Выйдите где-то за рамки, вырвитесь из этих ограничений. Тут человек, видите, как за решеточкой находится. Та яркая, классная жизнь, на которую он, может, даже особо не претендует, она за этой решеточкой находится. Так вот, чтобы вы увидели свои возможности. Опять, карта непроявленная. Это тоже очень интересно. Видите, тут такой архетип, а-ля школьная учительница, да, в очочках, тут пучок какой-то на голове, очень тут строго одета, давайте так. Никакой сексуальности, все по-деловому, учебники. В общем, извините, архетип какой-то серой мышки. Я не говорю, что вы серая мышка. Тут просто по поводу ваших каких-то, может быть, устои, вложенные какие-то требования, может быть, нежелание быть какой-то, вернее, наоборот, желание быть хорошей, да, нежелание против течения плыть, неумение говорить «нет», неумение отстаивать свои права, боязнь где-то показаться слишком какой-то, у кого-то это вызывающий, у кого-то это белой вороной, хотя это в вас есть. Инаковость ваша это есть. Так вот, вы какое-то время могли долгое в этом находиться. В каком-то принципе, может, опять-таки, заслуживали любовь, внимание. А тут вот он пришел просто для того, чтобы у вас произошел этот мини-взрыв внутри. Вы раскрылись полностью, карта непроявленная. Видите, какая вот эта вот а-ля школьная учитель, да, извините, ничего не имею против. Вообще замечательная профессия, и спасибо вам за то, что вы постоянно сколько сил, нерв, терпения тратите. Мой бы мозг уже не выдержал бы вообще. Ладно, спасибо в любом случае. Мои хорошие, смотрите, какую тень отбрасывает вот эта девушка. Тут какая-то роскошная, тут
богиня, да, сексуальная очень, в каких-то тут, я не знаю, латексных одеждах, в белье, в ботфорты, тут еще плетка какая-то. Ну, это без всякого садомаза, тут просто о том, что вы себя не знаете. Вы сами для себя еще загадка. Вам еще раскрывать себя и раскрывать. И причем то, что вас страшит, то, что где-то, может быть, даже вас в других людях напрягает, раздражает. Вот, может быть, отчасти продумайте, почему, насколько это вас раздражает. Может быть, что-то вы не можете позволить себе или не готовы это принять, прожить. Вот такое. Вот у кого-то даже так может быть. В любом случае, непроявленное — это то, что у вас есть, но вы это почему-то в себе закрываете. Как это, знаете, этот свет какой-то приглушаете осознанно. Так вот, к чему это? Он пришел вот раскрыть вас, он пришел дать вам этот импульс, да, вот, подзатыльник где-то. Ну, некрасиво скажу, вот так вот, перезагрузить вас. Вы должны сами себя перезагрузить. Стать тут и лучшей версией самой себя, раскрыть себя, свой потенциал, свои способности, свои желания, девочки, и жатву, и собрать этот урожай по полной, насладиться этим урожаем. Тут все ясно. Ну и тут показан ваш потенциал, не раскрытый, мои хорошие. Итак, дальше. Твоя реакция. Почему твоя душа может сопротивляться этой встрече или наоборот стремиться к ней? Ой, Луна, семья. С этим мужчиной, ну, с одной стороны, почему может сопротивляться, потому что он мутный, непонятный, очень много тайн, недоговоренностей, карта Луна. Это связано с вашей семьей, может быть, вашим семейным положением, с его семейным положением уже, вы знаете. У кого-то, может быть, элементарно ваша душа сопротивляется, потому что думаете, ну, уже судьба, как бы уже многие прожили большой промежуток своей жизни, да, уже все сформировано, налажено, да, уже как-то устоялось, уже налажены там контакты, скажем так, ритм жизни какой-то, стабильность. Вот тут вот у многих, правда, уже вот и семьи, и дети, и вы думаете, ну, к чему оно мне? Только начала жить спокойно, да, ну, допустим, да, и зачем мне это опять переживать, зачем мне это все, ну, допустим, да, ну, как мне идет. А у кого-то вот настораживает то, что много тайн, вы его не понимаете. Тяга есть, сексуальная тяга, но при этом, возможно, вы понимаете, что человек, ну, да, секс будет, но из-за этого там семьи разрушать, и, ну, опять-таки, к чему это? Ладно, и ну, многое как будто вам непонятно изначально в этой всей ситуации, а ответов мало. Вот давайте так, это тоже сюда по Луне. У кого-то, почему вы сопротивляетесь или стремитесь, ну тут скорее сопротивляетесь, скорее. Тут с одной стороны, знаете, вы хотите цвести тут как букет. Это вполне возможно общение с этим мужчиной дает вам или давало вам, да, ощущение того, что я нравлюсь, я сексуальная, привлекательная, может быть, радость этой жизни, наполнение какое-то. Это греет вас, тут карта эго, но с другой стороны вы смотрите, может быть, на этого мужчину тоже как в зеркало и думаете, а он самоутверждается, а на что он готов ради меня, тут тоже такое. Вполне возможно, вас пугает его эгоизм, вы не видите, может быть, в его проявлениях чего-то такого, знаете, ну, заботы, внимания. А если у вас это уже есть в семье у многих или был опыт, то вы знаете, что вам это нужно. Вы без этого не сможете во взаимоотношениях. Так что тут такая какое-то такое странное может быть состояние. С одной стороны, человек может вас действительно вдохновлять, наполнять. Вам хотелось бы быть для него вот таким цветочком, букетиком цветов. Но при этом вам бы хотелось, чтобы и он ради вас там чего-то хотел, чего-то совершал. А у вас большой знак вопроса вообще этому человеку, ну, стоит ли доверять, с одной стороны, а с другой стороны, не самоутверждается ли он. У кого-то так вот. Ну, тут двойственно. Ну и понятно, почему еще может останавливать, что может останавливать вас
Ваша стабильность, карта якорь, желание где-то уже не поддаваться даже каким-то этим эмоциям, качелям, не входить в созависимые эти отношения. Вам бы очень хотелось действительно цвести и пахнуть, но при этом находиться в каком-то очень стабильном состоянии. Да, да, да. У многих уже этот печальный опыт уже он был, разбитых сердец, ожиданий. Многие тут даже выбирают себя и говорят, нет, лучше будет так, как есть, чем рисковать там чем-либо. Особенно, когда это все как-то по луне непрозрачно, неясно. Вообще тут. Так, давайте дальше. И к чему приведет это воссоединение в текущей, не знаю, реальности, в ближайшее время, да? Ох, боже мой, девочки. Свинью подложили. Бог ты мой, цветете и пахнете, токсично, отражение, книга, бедность. И что это? Да. Да, как в песне в одной поется. Не буду материться, жизнь фигня, там по-другому было, но перспективы очень хороши. Да. Так. Ну, что мне показано? Воссоединение в реальной жизни. Опять какие-то ожидания подарочка, да? А тут свинью подложили. При этом вы рядом с этим человеком действительно расцветете, и, может быть, расцветаете уже, наполняетесь этой энергией. Вы сами по себе почувствуете, я могу быть такой сексуальной, яркой, харизматичной на время. Это все будет. Потом по карте токсичности, отражения, ну, знаете, скорее всего, может быть, вы столкнетесь с какими-то проявлениями этого мужчины, и тут будете как отзеркаливать. У кого-то прям будет такой период, знаете, я не удивлюсь, что если этот мужчина, может быть, даже ни с кем не был, такие его проявления не были, может быть, жестокие, да, как с вами. Вот для чего-то он так себя будет вести, может, он сам будет офигевать. А вы также точно так же можете себя вести, вот, как, извините, не совсем адекватно. И тоже думать, бог ты мой, я ни одному мужчине так мозг не выносила, я ни с кем себя так не вела. Вот тут какой-то период такой отражения, вот как друг другу можете, ну, тут дичь творить какую-то, я не буду тут. Тут от любви до ненависти один шаг, тут битва двух эго может быть, он будет желать вас как-то, ну, давайте так, приручить, да, по своим сценариям как-то проявляться. Вы точно так же вряд ли будете уступать. Тут я повторюсь, тут какая-то у вас будет, может, бой титанов, игры какие-то. При этом это токсично. Тут любые способы хороши. Может быть, ревность. Сюда вот, все сюда. Ревность, обесценивание, манипуляции, ближе, дальше, холодно. Тут с вас пылинки, ну, вряд ли тут он будет пылинки с вас сдувать, не совсем тот типаж. Тут вроде бы интерес, да, влечение, яркость какая-то. И тут же на следующий день или в тот же день может отстранение, холод. Вот это все сюда, может быть, говорю. Вот такая какая-то качели, вот такие какие-то, вот это идет, это в реальности итог этого союза. При этом вы, опять-таки, вы по карте книга начнете это все изучать, понимать, применять. Кто-то будет эти манипуляции применять, кто-то будет противостоять этому всему. В любом случае вы станете очень мудрой. Сейчас я уточню, о чем вот эта карта. Это он. А, девочки, тут итог еще какой. Карта бедность, я, ну, не буду в прямом смысле тут бедность. Нет, вот скорее вы для себя поймете, карта книга и бедность, почему этот мужчина пришел в вашу жизнь. Итог этого всего. Какой дефицит в моей жизни был, да? Может быть, яркости жизни. Да, яркости, да, я не наполняла свою жизнь, хотя могла. Чаще встречаться с подругами, там, заниматься чем-то новым, идти в новое, обучаться чему-то.
расширить круг знакомств, может быть хобби, может быть опять-таки спорт, может быть что-то такое новое, проекты какие-то, может быть бывать там, где, ну не знаю, больше мужчин каких-то, ну элементарно, да, когда эти советы, я не знаю, насколько они эффективны, но многие говорят, что для того, чтобы выбрать достойного мужчину, и выбор хотя бы должен быть, да, среди мужчин. Вы должны больше появляться в этих мужских коллективах. То есть не нужно ходить исключительно с подружками, там, прогуливаться и ходить в те места, там, где исключительно одни женщины, да. То есть как минимум, может быть, устроиться там место работы какое-то, там, где в основном мужской коллектив. Некоторые даже в вузы поступают на какие-то профессии, ну я утрирую, но вы понимаете, да, там, где много мужчин. Выбор. Да, прям у меня одна знакомая так и рассказывала, она, кстати, какое-то время, да, там мужская была профессия, она обучалась. Ну да, вышла замуж. Да, 2 деток. Ладно, насчет счастлива или нет, но у нее был выбор. Кстати, да. Ладно. Тут о чем? О том, что карта ведьма ведающая. Вам придут эти знания, и вы поймете, для чего действительно вы встретили этого мужчину. И почему вы на него, может быть, так болезненно отреагировали. Почему? Может быть, тут у кого-то перенос, да, вот значимости. Если бы в тот момент, когда вы его встретили, ваша жизнь там была наполнена этими яркими красками, впечатлениями, вы пребывали в каком-то таком классном настроении, может быть, этот мужчина не произвел бы на вас такого впечатления, не цепанул бы так, не зацепил бы, девочки, вы понимаете? От такое ощущение, как будто бы вы повелись тут на у кого-то это, ну, я не говорю, что он пустышка, нет, ни в коем случае, но вам не хватило собственной, вот, может быть, вот опять-таки, вот этой вот какой-то классной, яркой жизни на тот момент, я хочу сказать. Вот для вас это как урок, может быть, после этого вы начнете тут больше вкладываться в себя, в свои какие-то знания, способности, раскрывать свой потенциал, задумались о своем предназначении. Вообще амбиции у кого-то тут проснулись, девочки. Вот это вот все сюда. При этом я на мужчину посмотрела, а мужчина в лабиринте. Он так и блуждает. К чему это воссоединение в реальности? Вы для него непонятная, непрочитанная книга. Вот так он в лабиринте как будто бы и будет блуждать. Это в отношении вас. И все-таки это бедность, дефицит. Скорее он так до конца и не разберется. Будет нуждаться в вас, но да, трудности. Я на мужчину опять спрашиваю. Горы — это какие-то трудности. Он так до конца и не поймет. Нет, в конце так разберется мастерство. Вот ему вы уже будто бы основной какой-то период у ваших тут испытаний, болезненных разочарований, боль, предательство. Это все вы уже, мне такое ощущение, как будто бы уже в большей степени прожили. По карте книга уже вам этот доступ к знаниям открыт. Вы уже это обработали, да, трансформировали, применяете, возможно, сейчас. Скорее всего, эту энергию, как где-то негативную, где-то злоба, ярость даже, может, у кого-то была, уже направляете, скорее всего, по карте ведьма ведающая. Получение опять таких этих знаний применяете. Больше задумывайтесь о себе. А мужчина еще какое-то время, он будет еще блуждать в этом лабиринте, карта горы, трудности какие-то. Ну а потом карта мастер, для кого-то это будет его больше акцент, он будет уходить в свою реализацию, тут работа, мастерство. Будет мастерства добиваться в какой-то именно там своей, уже не знаю, профессии, нишу какую-то займет. Но в основном это... мастерство тут мудрец уже, видите, седой мужчина, наверное, уже очень хорошо ему будет за какой-то возраст, тут уже прям седина, когда он, может, осознает, для чего вы встретились, к чему эта встреча, кем вы были в его жизни. Но пока для него все закрыто. Для него пока вот карта замок, это информация даже закрыта. Как будто бы ему нужно еще дорасти, вот, побыть даже в этих трудностях.
Такой у меня расклад сегодня, девочки. И заключительное слово, да, совет психолога. Кармическая любовь — это не всегда про легкость, скорее абсолютно не про легкость, мои хорошие. Это про узнавание души, которое невозможно заглушить здравым смыслом. Скорее идешь от обратного, да, несмотря ни на что и вопреки всему. Как правило, вопреки здравому смыслу. И очень часто любишь вопреки. Наверное, к сожалению. Да, я с этим тоже сталкивалась. И психологически эта встреча нужна вам обоим, чтобы закрыть старые долги или обрести новую небывалую силу, дабы вы открыли свою силу, знания, силу. Мой совет: не ищите логики в этом притяжении. Просто позвольте этой связи проявиться и наблюдайте, как она трансформирует вашу жизнь. А тут конкретные трансформации уже запущены. Судьба редко ошибается адресом. Теперь вы знаете правду. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.